Глава 1236. Несчастный случай. Что это была за вещь? Неужели это действительно был высокоранговый демонический зверь? Иначе как у человека может быть третий глаз? Одни и те же мысли мелькали в умах пары молодых культиваторов. Прежде чем они оба успели закричать и предупредить своих товарищей, из третьего глаза крылатого человека внезапно вырвалась вспышка черного, и он тут же исчез. Затем, на расстоянии нескольких сотен футов от крылатого человека, с глухим звуком вспыхнул белый свет, и в воздухе возникла человекоподобная фигура. Эта человекоподобная фигура была пожилым человеком, которому, казалось, было за 60. Его волосы были собраны в треугольный пучок, а его лицо было удивительно длинным, что привлекло их внимание. Появившись, он сразу же злобно схватил воздух перед собой. Пространство исказилось, и над головой крылатого человека появилась массивная полупрозрачная желтая рука, а затем мелькнула, как молния. Однако крылатый человек, казалось, ожидал этого заранее. Он резко взмахнул крыльями и исчез на месте во вспышке лазурной молнии. В следующее мгновение он появился в другом месте с мрачным выражением на лице. «Эксцентрик ветер. Ты преследовал меня больше месяца. Ты прекрасно знаешь, что у тебя нет возможности поймать меня в ловушку, так почему ты продолжаешь эту бессмысленную погоню?» Взревел крылатый человек, нахмурившись. Его голос был похож на раскат грома. Все низкоранговые культиваторы внизу были хвачены врасплох этим громоподобным ревом, и их ушах зазвенело так громко, некоторые даже попадали на землю. Те, у кого были самые низкие уровни культивации, даже потеряли сознание на месте. Только немногие культиваторы с более высоким уровнем культивации или защитными сокровищами остались в сознании. Однако они также были полностью обездвижены и могли лишь слегка наклонить головы назад, чтобы посмотреть в воздух. Таким образом, все они смотрели со смертельно бледными чертами лица двух старших наверху. Пара молодых культиваторов, которые первыми обнаружили Ханли, были среди тех немногих, кому удалось сохранить свое сознание. Тем не менее, они также были полностью привязаны к месту, как и остальные. В обычных обстоятельствах встреча с высокоранговым культиватором была прекрасной возможностью, о которой они могли только молиться. Однако встреча с двумя высокоранговыми культиваторами, которые сражались друг с другом, была для них полной катастрофой. Все, кто еще был в сознании, пришли в ужас. Они никогда прежде не были свидетелями битвы между высокоранговыми культиваторами, но не раз слышали от старших в своих сектах о том, насколько ужасными были такие битвы. Все эти старшие предупреждали их, чтобы, наткнувшись на такую битву, они старались уйти как можно дальше. Иначе даже остаточные ударные волны от их атак могли оказаться смертельными. В глазах высокоранговых культиваторов жизнь культиваторов в стадии уплотнения ЦИ едва ли стоила больше, чем у муравьев, поэтому они определенно не стали бы беспокоиться о безопасности низкоранговых культиваторов во время сражений. Мне все равно, если ты убьешь кого-то еще, но ты убил одного из моих учеников прямо у меня на глазах. Как я могу позволить тебе просто так выскользнуть у меня из-под носа? Простой культиватор зарождающейся души все равно долго не проживет. Даже если мне придется пожертвовать более чем 10 годами своей жизни, я убью тебя. С мрачным выражением на лице сказал пожилой мужчина и указал пальцем на Ханли, на которого снова упала массивная полупрозрачная желтая рука. Ханли взмахнул крыльями и снова исчез на месте, а затем снова появился на расстоянии более 100 футов. Несмотря на то, что он избежал этой атаки, на его лице все еще было мрачное выражение. Ханли сделал этого человека своим врагом, убивая последнего старейшину секты рассеивающийся инь. Этот человек был культиватором стадии божественной трансформации, который имел какое-то отношение к тому старейшине. Ханли раскаялся в своем решении пойти за этим старейшиной. Он просто искал старейшин секты рассеивающийся инь, чтобы забрать их флаги рассеивания призраков, и он мог легко пойти за кем-то другим и избежать всех этих неприятностей. В то время, когда этот эксцентрик ветер был с тем старейшиной секты рассеивающийся инь, он скрывал свой уровень культивации, что производило впечатление, будто он только на ранней стадии зарождающейся души. Поэтому Ханли не обратил внимания на этого человека и разработал стратегию, чтобы выманить этого старейшину секты рассеивающийся инь. Тем не менее, эксцентрик ветер прибыл на место как раз в то время, когда Ханли убил этого старейшину. Он мгновенно разразился праведным гневом и раскрыл свою удивительную базу культивации на стадии божественной трансформации, обрушившись на Ханли. Если бы не грозовые крылья Ханли и трансформация 9 ураганов, его, скорее всего, бы схватил этот эксцентрик. Так началась его жизнь в бегах. Если бы он следовал своему первоначальному плану, он бы продолжал скрываться в секте рассеивающийся инь в течение нескольких месяцев, чтобы посмотреть, сможет ли он убить еще нескольких старейшин. Однако теперь, когда его преследовал культиватор стадии божественной трансформации, ему, естественно, пришлось отказаться от этого плана и бежать, спасая за свою жизнь. Таким образом, секта рассеивающийся инь продолжила свое существование.
На его нынешнем уровне силы культиваторы стадии божественной трансформации были единственными существами, которых он должен был остерегаться в этом мире, и в результате ужасного невезения его теперь преследовал один из немногих культиваторов стадии божественной трансформации в мире смертных. Фактически, этот эксцентрик-ветер был так намерен поймать его, что он даже хотел пожертвовать частью своей жизни в погоне за ним. Несмотря на то, что его техники передвижения были немного хуже, чем у Ханли, его превосходящий уровень культивации преодолевал этот разрыв, что позволило ему не отставать от Ханли. Кроме того, он, должно быть, установил на Ханли какой-то маячок, поскольку он всегда мог выследить его, даже если Ханли удавалось удалиться на какое-то расстояние между ними. Ханли несколько раз проверял свое тело, но не смог ничего обнаружить. Это сделало Ханли еще более осторожным в отношении эксцентрика ветра, и он решил попытаться измотать своего противника вместо того, чтобы продолжать бежать. Он знал ограничения культиваторов божественной трансформации и планировал использовать свое тысячелетнее духовное молоко, чтобы вымотать магическую силу своего противника, а затем оставить его раз и навсегда. Однако через полмесяца Хань Ли потерял дар речи. Возможно, этот эксцентрик-ветер также обладал несметным количеством тысячелетнего духовного молока, но, в любом случае, он мог продолжать преследовать Хань Ли через несколько месяцев, и его духовная ци, казалось, не ослабла ни в малейшей степени. Но опять же, будучи культиватором божественной трансформации, было неудивительно, если бы у него также было тысячелетнее духовное молоко. В результате Хань Ли действительно несколько раз был почти схвачен преследователем, и ему удалось спастись лишь благодаря использованию некоторых его сокровищ. Во время их нескольких встреч Хань Ли пытался убедить эксцентрика ветра сдаться в этом бессмысленном преследовании, видя, что он не был культиватором секты рассеивающийся инь, поэтому им не было нужды вступать в смертельную битву. Однако этот эксцентрик-ветер, казалось, очень расстроился и был унижен тем фактом, что он не смог схватить Хань Ли даже после столь долгого времени. Таким образом, он отбросил все попытки Хань Ли уговорить его и вместо этого попытался убедить Хань Ли сдаться, обещая ему в этом случае быструю и безболезненную смерть. Хань Ли, естественно, закатил глаза, не обращая внимания на эти угрозы. Таким образом, они продолжали эту игру в кошки-мышки в течение нескольких дней, прежде чем, наконец, прибыли в это место. В этот момент Хань Ли наконец остановился и решил вступить в столкновение с этим культиватором божественной трансформации. Для него это также была бы хорошая возможность оценить разрыв между собой и культиватором стадии божественной трансформации. Если он сможет заставить своего противника понять, что ему придется заплатить чрезвычайно суровую цену, чтобы убить Хань Ли, ему, естественно, придется сдаться. В конце концов, если бы все продолжалось таким образом, ему пришлось бы использовать свои грозовые крылья довольно часто, и он мог столкнуться с серьезной проблемой, как только закончилась бы божественная дьявольская молния в его лазурных бамбуковых облачных мечах. Конечно, Хань Ли не знал, что, несмотря на то, что этот эксцентрик-ветер действовал жестко, он также находил, что с Хань Ли очень трудно иметь дело. Хань Ли обладал более чем вдвое больше магической силой обычного культиватора на поздней стадии зарождающейся души, и это было очевидно для него с самого начала. Тем не менее, пожилому человеку было труднее всего разобраться с горозовыми крыльями Хань Ли. Эксцентрик-ветер также обладал довольно мощной техникой движения, но он все еще не мог схватить Хань Ли, несмотря на его превосходную базу культивации. В этот момент это стало проблемой для него. На самом деле он не был так тесно связан со старейшиной секты рассеивающийся инь. Он был просто одним из потомков его младшей. Однако, поскольку все больше и больше старейшин секты рассеивающейся было убиты, секта, естественно, пришла к выводу, что за всем этим должен был стоять другой культиватор божественной трансформации, поэтому они немедленно обратились за помощью к нему. Видя, что старейшина секты рассеивающийся инь был одним из немногих младших, кто знал о его существовании, эксцентрик-ветер решил сопроводить его в секту рассеивающийся инь. В Великом Цене было несколько культиваторов божественной трансформации, и независимо от того, кто именно был нацелен на секту рассеивающийся инь, они наверняка отступили бы, если эксцентрик-ветер встал на защиту секты. Таким образом, он применил секретную технику к этому старейшине, которая сделала его узнаваемым для всех культиваторов божественной трансформации, с которыми эксцентрик-ветер был знаком. В то же время он направил некоторых людей посетить этих культиваторов божественной трансформации и узнать, кто из них стоял за всем этим. Сделав все это, он использовал секретную технику, чтобы скрыть свою базу культивации, и решил оставить этот вопрос, сопровождая своего младшего обратно в секту. Что касается того, пойдет секта рассеивающийся инь или нет, это, естественно, не имело для него никакого значения. Тем не менее, в своем самодовольстве он позволил Хань Ли убить того старейшину секты рассеивающийся инь прямо у него под его носом. Если бы он действительно был другим культиватором божественной трансформации, тогда эксцентрик-ветер, естественно, не бросил бы ему вызов, и он просто был бы вынужден проглотить эту горькую пилюлю. В конце концов, если бы существа их ранга вступили в битву, потеря продолжительности жизни была бы слишком большой ценой для обеих сторон. Однако, после того, как он обнаружил, что Хань Ли находится только на стадии зарождающейся души, он сразу же решил убить его.
К сожалению для него, техники передвижения Хань Ли и другие его способности оказались очень проблематичными, из-за чего он не смог догнать спустя месяц преследования. Он уже потратил несколько лет своей жизни, и почти половина крошечного флакона тысячелетнего духовного молока, который был у него, также был израсходован. Если он сейчас сдастся, он просто не сможет проглотить свою гордость и позволить Хань Ли уйти. Кроме того, все сокровища, которые использовал Хань Ли, были довольно мощными, и он очень хотел убить Хань Ли и забрать эти сокровища себе. Глава 1237. Очередная встреча с Сян Чжили. Тем временем Хань Ли также был в ярости из-за неустанного преследования эксцентрика ветра. С тех пор, как он достиг поздней стадии зарождающейся души, он еще не использовал два своих божественных духовных сокровища. Вдобавок ко всему, он закалил все свои 72 летающих меча золотой эссенцией, так что даже он сам не знал, насколько мощной будет его формация золотых мечей. Однако он был уверен, что даже культиватор стадии божественной трансформации не сможет остаться невредимым, если попадет в него. В любом случае, он также планировал использовать эти две бессмертных побеждающих бусины в качестве своих козырей. Приняв все это во внимание, Хань Ли решил, что у него есть ресурсы, чтобы вовлечь своего преследователя в бой. Таким образом, когда массивная желтая рука снова обрушилась на него, он больше не использовал свои грозовые крылья для уклонения. Вместо этого он выпустил пронзительный золотой свет, разрезав массивную руку пополам своим мечом. Действие Хань Ли стало неожиданностью для эксцентрика ветра, и его глаза сузились в созерцании. Он уже был довольно смущен тем фактом, что Хань Ли больше не сбегал с места происшествия, поэтому нападение, которое он только что совершил, было просто чем-то вроде проверки. Теперь, когда Хань Ли активно принимал ответные меры, он сразу понял, что этот культиватор на поздней стадии зарождающейся души, похоже, решил встретиться с ним в открытом сражении. Выражение эксцентрика ветра осталось неизменным, но в его сердце вспыхнуло чувство восторга. Если бы Хань Ли продолжал убегать, ему пришлось бы пересмотреть, стоит ли жертвовать большей частью своей жизни, чтобы продолжать преследование. Однако теперь, когда Хань Ли решил встретиться с ним в бою, у него появится возможность убить его, а затем присвоить сокровища. Таким образом, эксцентрик ветер выдохнул и, теряя времени, положил руку к себе на макушку. Вспыхнул синий свет, и появилась шестиугольная нефритовая пластина. Это было древнее сокровище с таинственными рунами разных цветов, которые переливались на его поверхности. С появлением этого сокровища на лице эксцентрика ветра мелькнула зловещая улыбка. Чтобы завершить эту битву как можно быстрее, он, естественно, собирался сокрушить своего противника одним махом, тем самым сводя к минимуму продолжительность жизни, которой он должен был пожертвовать. Во время своих предыдущих кратких стычек с Хань Ли он знал, что Хань Ли обладал довольно мощными способностями и сокровищами. Таким образом, он не смел недооценить Хань Ли и немедленно вызвал свое самое могущественное сокровище. Нефритовая пластина сделала круг в воздухе и стала увеличиваться в размерах, издавая громкое жужжание. В мгновение ока она превратилась в массивную тарелку размером в несколько десятков футов и повернулась к Хань Ли. На пластине вспыхнул пронзительный синий свет, и казалось, что что-то должно было на нем проявиться. При виде этого сердце Хань Ли дрогнуло, и он сразу же взмахнул обеими руками в воздухе. Несколько десятков маленьких золотых мечей вырвались изнутри, мгновенно превратившись в 72 золотых летающих меча, каждый из которых был около фута в длину. Затем он сделал печать заклинания руками, и 72 летающих меча качнулись, создав сотни собственных копий. Эти мечи танцевали в воздухе перед тем, превратившись в обширное пространство золотого света, создавая довольно грозное зрелище для созерцания. Эксцентрик ветер слегка дрогнул при виде огромного количества летающих мечей, которые вызвал Хань Ли, но заговорил с холодной улыбкой на лице. «Неважно, сколько у тебя летающих мечей, это не сравнится с количеством моих летающих сабель. Позволь мне показать тебе мощь моей пластины 1000 клинков». Глаза Хань Ли вспыхнули, и он перевел взгляд на шестиугольную нефритовую пластину. Руны на пластине вспыхнули, и с ее поверхности вырвался столб синего света, а затем мгновенно превратившись, прежде чем мгновенно превратились в мерцающие голубые летающие сабли, длина каждой из которых составляла несколько дюймов. Столбы синего света то и дело вырывались с поверхности нефритовой пластины, создавая бесчисленное количество летающих сабель, которые парили над головой эксцентрика ветра, как гора клинков. Это было довольно пугающее зрелище для всех, выражение лица Хань Ли резко изменилось при виде этого. Перед ним предстало более 4000 летающих сабель. В этот момент эксцентрик ветер взмахнул рукавом в направлении Хань Ли, и все синие сабли начали излучать яркий духовный свет.
Затем они бросились в сторону Ханьли в виде полос синего света, и из-за огромного количества клинков все небо было закрыл синий свет, создавая впечатление, будто огромная смертельная стена синих клинков несется к Ханьли. Золотые летающие мечи Ханьли создали впечатляющее зрелище, но это было ничто по сравнению с надвигающейся горой клинков. Ханьли глубоко вздохнул, и выражение его лица пришло в норму. В то же время он издал громкий крик, но вместо того, чтобы выпустить свои летающие мечи навстречу надвигающихся сабель, он вместо этого поднял руку. С его ладони выскользнул шар зеленого света, внутри которого показался зеленый деревянный кипригель. Это был кипригель 8 духов. Как только кипригель покинул его руку, он начал танцевать в воздухе сам по себе. Ханьли влил в него свою магическую силу, и на нем сразу же появилась проекция серебряного цветка лотоса, который стал расширяться, и серебряный свет также становился все более и более ярким. Спустя несколько мгновений серебряный цветок лотоса достиг размера более 100 футов, завершая за собой защиту Ханьли. Это кипригель 8 духов. «Ты тот самый Хань, который появился на горе Куню!» Воскликнул от удивления эксцентрик Ветер, мгновенно узнав духовное сокровище. В то же время гора голубых клинков замерла в воздухе, не в силах обрушиться на массивный цветок лотоса. «Ты знаешь меня?» Нахмурившись, спросил Ханьли. «Не знаю, но господин Даосист Сян однажды упоминал о тебе. Я слышал, что ты близко знаком с дьявольской наложницей Лин Лун из мира духов». В глазах эксцентрика Ветра вспыхнуло созерцательное выражение. «Я бы так не сказал, но я действительно знаком с ней. Говоря о Даосисте Сине, ты имеешь в виду Синач Жили?» Своеобразный взгляд также появился на лице Ханьли. О ком еще я могу говорить? Откладывая сражение на время, позволь мне спросить тебя. До того, как дьявольская наложница Лин Лун вернулась в мир духов, она рассказала тебе что-нибудь о пространственном узле или оставила какие-нибудь подсказки о мире духов? Пристально взглянув на Ханьли, спросил эксцентрик Ветер. Почему ты спрашиваешь об этом? Разве госпожа Лин Лун не передала это руководство в той области мастеру Сюну из долины Тысячи демонов? Раз ты знаком с братом Сином, ты ни за что бы об этом не узнал. Сердце Ханьли дрогнуло от удивления, но выражение его лица оставалось спокойным и собранным. Эксцентрик Ветер не поверил ни единому слову Ханьли и не сказал холодным голосом: «Не строй из себя дурака. Я провел много исследований о том, что произошло на горе Куню, и что дьявольская наложница Лин Лун явно была очень близка с тобой. Я не поверю, что она не оставила тебе подсказок о мире духов. Отдай то, что она дала тебе, и я могу позволить уйти живым». Допустим, у меня и правда есть то, что ты ищешь. Думаешь, простая пластина 1000 клинков сможет сломить меня? Хамски ответил Ханьли. Он не был трехлетним ребенком, его не так легко обмануть. Если бы он признался в этом, то даже он смог бы выжить в этом бою, то другие культиваторы стадии божественной трансформации мира людей стали бы преследовать его, и тогда он оказался бы в бедственном положении. Услышав это, в глазах эксцентрика Ветра появился порочный свет. Он немедленно сделал печать заклинания, словно снова собирался активировать гору синих клинков. Сердце Ханьли дрогнуло, и он влил больше магической силы в огромный цветок лотоса вокруг него. Ожесточенная битва казалась неизбежной. Однако прямо в этот момент в ушах эксцентрика Ветра и Ханьли вдруг прозвучал нежный голос. «Брат Фен, господин Даосист Хань, пожалуйста, подождите». Ханьли слегка запнулся, услышав этот знакомый голос, после чего на его лице появилось своеобразное выражение. Эксцентрик Ветер также остановился, и в его глазах всплыл намек на удивление. Затем он внезапно повернулся в определенном направлении и холодно зарычал. Ты пришел как раз вовремя, старый ублюдок Сян. Хе-хе, я просто был неподалеку, и я нашел тебя здесь, получив твое сообщение, но я не думал, что человек, на которого ты охотишься, это господин Даосист Хань. Я должен сказать, что не уверен, на чьей стороне мне следует быть в этой ситуации. Владелец голоса усмехнулся. Затем в небе появилась вспышка желтого света, после чего к ним подлетела полоска желтого света со скоростью молнии. Свет отступил, открывая пожилого человека с множеством странных черт. Его глаза были совсем маленькими, и на его лице была легкая улыбка. Этим человеком был никто иной, как Сян Чжили, с которым Ханьли встречался в прошлом несколько раз. Старший боевой брат Сян. Ханьли сразу же сжал кулак в знак приветствия. Я был в долине Желтого Клена в небесном южном регионе в течение нескольких лет, так что ты не ошибся, называя меня старшим боевым братом. Однако, ты наверняка полон сюрпризов, младший боевой брат Хань. Не думал, что простой культиватор уплотнения ци из прошлого сможет достигнуть таких ошеломляющих высот в культивации. Похоже, даже я могу время от времени ошибаться.
Я хотел поболтать с тобой, когда мы в последний раз встречались на горе Куню, но неожиданные неприятности, которые постигли нас в то время, помешали мне сделать это, сказал Сян Чжили Ханьли с доброжелательным выражением лица. Я также не думал, что увижу тебя снова, старший боевой брат Сян, ответил Ханьли, криво улыбнувшись. Господин даосист Фен, ты бы мог сделать мне одолжение и пощадить младшего боевого брата Ханя. В конце концов, он просто убил потомка одного из твоих младших, не стоит вовлекать младшего боевого брата Ханя в смертельную битву из-за такой шалости. Дело в том, что твоя пластина тысячи клинков хотя и является копией духовного сокровища, но она по-прежнему не может сравниться с истинным божественным духовным сокровищем, улыбнулся Сян Чжили. Он всего лишь культиватор зарождающейся души. Даже имея в своем распоряжении божественное духовное сокровище, он не сможет раскрыть его полную силу, так разве он мне соперник? Презрительно хмыкнул эксцентрик Ветер. Действительно, имея только одно духовное сокровище, младший боевой брат Хань, естественно, не сможет сравниться с братом Феном, но что, если у него два божественных духовных сокровища и несколько копий духовных сокровищ? Спросил Сян Чжили. Эксцентрик Ветер мгновенно изменился в лице от этих слов. Глава 1238. Сотрудничество. Хань Ли тоже изменился в лице от этих слов. Откуда Сян Чжили знал, что у него несколько божественных духовных сокровищ, однако он быстро понял основную причину этого. Эта информация должна была просочилась из Северного ночного дворца. Много лет назад мастер Арктический дракон уже догадывался, что у него есть небесный котел, и, должно быть, обсуждал этот вопрос с другими культиваторами дворца. В противном случае Сян Чжили мог получить эту информацию из моря рассеянных звезд. Его местонахождение всегда было загадкой, поэтому неудивительно, если бы он мог совершить поездку в море рассеянных звезд. У Хань Ли появилось несколько возможностей, в то время как на его лице появилось настороженное выражение. Сян Чжили, казалось, определил беспокойство Хань Ли и сказал: «Тебе не нужно беспокоиться, младший боевой брат Хань. Божественные и духовные сокровища чрезвычайно востребованы обычными культиваторами, но культиваторы стадии божественной трансформации, такие как мы, уже стоят на вершине человеческого мира. Эти духовные сокровища действительно могут быть весьма могущественными, но они будут для нас лишь глазурью на торте, поэтому они не очень нас интересуют. Кроме того, все мы жили так долго в этом человеческом мире, у всех нас, естественно, есть одно или два духовных сокровища. Однако использование таких духовных сокровищ требует огромных затрат магической силы, и мы не используем их, пока не окажемся в смертельной опасности. В противном случае, если мы используем первородную мирскую ци, мы причиним себе много вреда». Понятно. Похоже, я слишком много думал. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, услышав это. Слова Сян Чжили были вполне разумными, но Хань Ли, естественно, не собирался полностью ему верить. В конце концов, никто не станет отказываться от шанса получить духовное сокровище. Он мог ясно видеть жадность в глазах эксцентрика Ветра, когда тот смотрел на Кипригель восьми духов. Тем не менее, это звучало так, как будто Сян Чжили встал на его сторону в этой ситуации. Возможно, он настороженно относился к способностям Хань Ли или просто хотел успокоить Хань Ли по каким-то другим мотивам. Мысли Хань Ли быстро шевелились, пытаясь выяснить причину этого. Что ты пытаешься сказать, брат Сян? Почему ты настаиваешь на том, чтобы встать на сторону этого брата Ханя? У него может быть два духовных сокровища, но я, конечно, смогу убить его, если я готов пожертвовать 10 годами своей жизни, свирепствовал эксцентрик Ветер. Ты сильно недооцениваешь младшего боевого брата Ханя, брата Фен. Даже если ты будешь сражаться с ним изо всех сил, ты не сможешь его убить. Однако гарантировано, что тебе придется пожертвовать хотя бы несколькими десятилетиями или даже столетиями твоей жизни. Ты действительно готов пойти на такую огромную жертву ради такого тривиального вопроса? Сян Чжили покачал головой с серьезным выражением лица. Столетия моей жизни. Ты так высоко ценишь этого парня. Сердце эксцентрика Ветра дрогнуло от шока, недоверчиво взглянув на Хань Ли. Младший боевой брат Хань убил старого дьявола Цаня, мастера арктического дракона и мастера секты рассеивающийся инь, который недавно исчез. Все верно. Спросил Сян Чжили со слабой улыбкой на лице. Действительно, все они были убиты мной, спокойно ответил Хань Ли. Эксцентрик Ветер нахмурился, услышав это. Младший боевой брат Хань, ты уже был свидетелем силы культиватора божественной трансформации на горе Куну. Если использовать это в качестве ориентира, если ты собираешься вступить в битву с братом Феном сейчас, то каков, по твоему мнению, будет результат? Спросил Сян Чжили.
Если мы сразимся в смертельной битве, у меня есть около 10% шансов добиться победы, 30% шанс, что я схвачу его, и более 50% шанс, что он сможет сбежать, хотя и с серьезными травмами, тщательно обдумав, ответил Хань Ли. Даже Сян Чжили запнулся, а затем рассеялся, услышав это. «Младший боевой брат Хань, я знаю, что ты достаточно силен, но не преувеличиваешь ли ты? Если отбросить все остальное, ты заявляешь, что у тебя есть 30% шанс схватить брата Фена. Откуда такая уверенность?» Эксцентрик Ветер также презрительно хмыкнул. Хань Ли спокойно оценил Сян Чжили, а затем перевернул ладонь, демонстрируя алый шар. Это бессмертная побеждающая бусина. Как и ожидалось от культиваторов божественной трансформации, они сразу же узнали сокровище, и последний намек на презрение был стерт с лица эксцентрика Ветра. Хань Ли больше ничего не сказал, но поднял вторую руку и достал похожий черный шар. Даже Сян Чжили был очень удивлен. Мне довелось получить несколько бессмертных побеждающих бусин. Если господин Даосист Фен будет настаивать на битве, тогда он вполне может встретить свою смерть, спокойным голосом сказал Хань Ли. Затем на его ладони вспыхнул лазурный свет, и две бусины исчезли. Эксцентрик Ветер и Сян Чжили переглянулись между собой с недоумением в глазах друг друга. Если в этом мире было нечто такое, чего должны были опасаться даже культиваторы божественной трансформации, то бессмертные побеждающие бусы, безусловно, были такой вещью. Если бы они получили прямой удар от них, это действительно было бы довольно неприятной ситуацией. Если бы у Хань Ли было 4 или 5 таких бусин, то можно было без преувеличения сказать, что он может забрать их с собой. Не думал, что у младшего боевого брата Ханя окажутся такие могущественные сокровища. Однако я уверен, что господин Даосист Фэн захочет оставить прошлое прошлым, поэтому тебе не придется использовать эти бессмертные побеждающие бусы. Твоя сила намного превосходит культиваторов твоего ранга, поэтому для нас не будет оскорблением посчитать тебя равным. Что скажешь, брат Фэн? Сян Чжили повернулся к эксцентрику Ветру с улыбкой. Выражение эксцентрика Ветра менялось несколько раз, но в итоге он уступил. Думаю, стоит сделать так, как ты говоришь, брат Сян. Я готов отбросить наши незначительные различия, но он должен ответить на мои вопросы о пространственных узлах. Ха-ха, я планировал спросить то же самое. Пожалуйста, не спеши отрицать это, младший боевой брат Хань. После того, как ты достигнешь стадии божественной трансформации, ты также планируешь подняться в мир духов через пространственный узел, верно? В таком случае, почему бы тебе не сотрудничать с нами, стариками? Усмехнулся Сян Чжили. Сотрудничать? Хань Ли слегка запнулся, услышав это. Верно. Я уверен, что ты обладаешь некоторой информацией, о которой мы не знаем. Однако большая часть твоего времени будет посвящена прорыву на стадию божественной трансформации, поэтому у тебя нет так много времени на поиски пространственных узлов. Как только мы найдем пространственный узел, все мы сможем использовать его. В этом случае мы должны объединить усилия и работать вместе для взаимной выгоды. Что скажешь, младший боевой брат Хань? Эксцентрик Ветер также пристально смотрел на Хань Ли, с нетерпением ожидая его ответа. Хань Ли нахмурился и не стал сразу отвечать. Вместо этого он замолчал с задумчивым выражением лица. Сян Чжили продолжал парить в воздухе со спокойной улыбкой. Он выглядел вполне уверенным и совсем не торопился. После долгого размышления над идеей Хань Ли наконец спросил: «Старший боевой брат Сян, ты и господин Даосист Фэн будете единственными, кто участвует в сотрудничестве. Помимо нас двоих, будет также участвовать господин Даосист Ху из секты Небесного Дьявола». Изначально господин Даосист Бай из секты Высшего Процветания тоже заинтересовался, но у него оказались более важные вопросы, которые он должен решить, поэтому он будет не в состоянии присоединиться к нам. Поэтому будем только мы трое. Хе-хе, не смотри свысока на нас, мы старые люди, младший боевой брат Хань. Кроме старого дьявола Чо из долины Тысячи Демонов, мы единственные культиваторы стадии божественной трансформации в Великом Цзине, с улыбкой объяснил Сян Чжили. Разве настолько мало культиваторов стадии божественной трансформации? Я думал, что в Великом Цзине, известном как Священной Земле культиваторов мира людей, будет по крайней мере 7 или 8 культиваторов стадии божественной трансформации, удивился Хань Ли. 3 или 4 столетия назад было еще 2 человека. Однако их продолжительность жизни приближалась к концу, поэтому они решили использовать чрезвычайно опасную секретную технику в качестве последнего шанса. В конце концов, они погибли от самодетонации, с кривой улыбкой на лице объяснил Хань Ли. Хань Ли слегка вздохнул, услышав это, и спросил: «Я помню, что фея Лин Лун оставила тебе кое-какую информацию, указывающую на расположение десятков пространственных узлов. Ты не смог найти ни один из них, старший боевой брат Сян?» «Конечно, нет.
Несмотря на то, что большинство пространственных узлов действительно прекратили свое существование или их просто нельзя найти, нам все же удалось найти 3 пространственных узла. Однако 2 из них недоступны из-за чрезвычайно жестоких пространственных бурь внутри них. Войти в них означает верную смерть. В последний пространственный узел можно войти, но он уже чрезвычайно нестабилен и может разрушиться в любой момент. Поэтому мы решили не рисковать. Мы слышали от старого дьявола Чо, что он нашел пространственный узел возле Северного ночного дворца, но мастер Северного ночного дворца узнала о его намерениях и взорвала зал небесной пустоты, разрушив пространственный узел. Старый дьявол Чо закашлял кровью от ярости, ответит эксцентрик Ветер. Хотя он говорил довольно унылым образом, было совершенно ясно, что он получает удовольствие от несчастья старого дьявола Чо. Понятно. Мне было интересно, почему так столько высокоранговых демонических зверей одновременно напали на Северный ночной дворец. Неужели мастер Северного ночного дворца не боялась, что старый дьявол Чо отомстит и уничтожит весь ее дворец? Хань Ли снова был озадачен. Он не осмелится сделать это. Ты должен понимать, что мир людей, как следует из названия, это мир, в котором доминирует наша человеческая раса. Почти во всех точках истории число человеческих культиваторов стадии божественной трансформации намного превышало дьявольских культиваторов того же ранга. Старый дьявол Чо сумел прожить до этого момента, так как всем человеческим культиваторам стадии божественной трансформации стало слишком трудно выследить его. Однако он не посмел бы сделать что-либо из ряда вон выходящее. Поэтому мы позволили ему основать и расширять долину тысячи демонов так долго. Тем не менее, он был вынужден заключить соглашение с культиваторами божественной трансформации прошлого, заявляя, что его истинному телу не будет позволено покинуть долину без уважительной причины и что ему строго запрещено массово убивать людей. В противном случае все мы, человеческие культиваторы божественной трансформации, объединим свои силы, чтобы убить его, объяснил Сян Чжили с холодной улыбкой. Понятно. Мне было интересно, почему такому огромному скоплению демонических культиваторов, как долины тысячи демонов, было позволено существовать в Великом Цзине, кивнул Хань Ли, осознав произошедшее. Однако недавно я слышал, что старый дьявол Чо, похоже, обнаружил еще один пространственный узел. Не уверен, правда это или нет, и при этом я не знаю, является ли этот пространственный узел действительно доступным, внезапно сказал эксцентрик Ветер. Нет необходимости упоминать об этом. Даосист Хуйя исследовали этот пространственный узел, и он доступен только старому дьяволу Чо благодаря его превосходному строению тела в качестве демонического культиватора. Пространственные штормы внутри, хотя и немного слабее, чем пространственные штормы, бушующие в других пространственных узлах, которые мы обнаружили ранее, они все равно будут для нас смертельными. Хехи, старый дьявол Чо решил положиться на свое мощное тело, чтобы войти в этот пространственный узел, усмехнулся Сян Чжили. Глава 1239. Гора Дьявольского утёса. Старый дьявол Чо действительно планирует войти в этот пространственный узел. Очевидно, эксцентрик Ветер первый раз слышал об этом и был весьма встревожен. Верно. Ему, вероятно, потребуется около 100 или 2 лет на подготовку. В конце концов, войти в пространственный узел — чрезвычайно опасное усилие, и лучше всего подготовиться как можно лучше, сказал Сян Чжили серьезным голосом. Это означает, что продолжительность жизни старого дьявола Чо также подходит к концу. В противном случае он был бы гораздо более терпеливым и искал более подходящий пространственный узел, печально вздохнул эксцентрик Ветер. Старый дьявол Чо не стал рассказывать об этом, но, скорее всего, так и есть. В противном случае, такой хитрый старый дьявол, как он, конечно, не стал бы так рисковать. По правде говоря, старый дьявол Чо не единственный, чья жизнь подходит к концу. Наши продолжительности жизни также придут к своему завершению в ближайшие несколько веков, с мрачным выражением проговорил Сян Чжили. Господин даосист Хань, мы рассказали тебе все, что знаем. Каково твое решение? С задумчивым выражением на лице эксцентрик Ветер повернулся к Хань Ли. Я думаю, что старший боевой брат Сян прав. У меня не так много времени для самостоятельного поиска пространственных узлов, поэтому я готов передать имеющуюся у меня информацию. Однако у меня есть одно условие: если вам действительно удастся найти подходящий пространственный узел, я надеюсь, что вы сразу же сообщите мне, чтобы я мог его заранее осмотреть и подготовиться соответствующим образом, спокойно ответил Хань Ли. Это даже не условие. Мы бы так и сделали, даже если бы ты не упомянул об этом. На самом деле, мы все можем вместе войти в пространственный узел, чтобы помогать друг другу в пути. Сян Чжили был очень рад видеть, что Хань Ли воздержался от заявления о каком-то возмутительном условии. Хань Ли кивнул и, взмахнув рукой, выпустил к Ся Чжили полоску белого света.
Это была простая белая нефритовая пластинка. Поймав пластинку, глаза Сян Чжили загорелись. После того, как он ввел в пластинку свое духовное чутье, на его лице появилось ликующее выражение. Здесь не только много информации о пространственных узлах, но даже техники для настройки формаций, которые помогут нам в нашем путешествии в пространственный узел. Ты очень щедрый, младший боевой брат Хань, поэтому мы определенно не станем забирать наши слова назад. Вот тебе 2 талисмана 1000 расстояний. Как только мы найдем пространственный узел, мы немедленно сообщим тебе об этом. Сян Чжили в приподнятом настроении вытащил 2 нефритовых талисмана из рукава, а затем бросил их Ханьле. Ханьли поймал 2 талисмана и убрал их. Эксцентрик Ветер все это время внимательно изучал Ханьли, и его холодное выражение лица также стало немного расслабленным, когда он увидел, как Ханьли передал им эту нефритовую накладку. Кстати, младший боевой брат Хань, я бы хотел сказать тебе кое-что. С твоим текущим уровнем мощности обычные культиваторы на поздней стадии зарождающейся души тебе не ровня, поэтому тебе придется соблюдать установленные правила между культиваторами стадии божественной трансформации. Не повторяй инцидент, как в секте рассеивающийся инь, иначе мы будем вынуждены привлечь тебя к ответственности, предупредил Сян Чжили, убирая нефритовую пластинку. Среди культиваторов стадии божественной трансформации есть правила. Удивился Ханьли. Это не обширный набор правил или что-то в этом роде. Просто культиваторы стадии божественной трансформации слишком сильны, и если кто-либо из них решит дать себе свободу действий и делать все, что хочет, их действия могут привести к серьезным последствиям для порядка мира людей. Как таковые, правила были установлены между культиваторами стадии божественной трансформации мира смертных. После достижения стадии божественной трансформации не только строго запрещается развязывать конфликт между другими существами того же ранга, но и принимать участие в каких-либо делах в мире культивации. Ты убил множество культиваторов, зарождающейся души из секты рассеивающийся инь, включая великого культиватора, что уже вызвало ненужные беспорядки для порядка в Великом Цзине. Однако ты не знал об этих правилах в тот момент, и ты не являешься культиватором стадии божественной трансформации, поэтому мы позволили этому случиться, но ты явно гораздо более могущественный, чем обычные великие культиваторы, поэтому теперь этим правила применимы и к тебе. По крайней мере, ты не можешь убивать столько культиваторов, зарождающейся души за такой короткий промежуток времени, а также делать что-то, что серьезно повлияло бы на другую секту. Конечно, эти правила ограничивают тебя, но они также могут быть тебе полезны. Отныне другие культиваторы стадии божественной трансформации не смогут атаковать тебя, как им заблагорассудится, объяснил Сян Чжили с улыбкой. Когда Ханьли услышал это, но на его лице появилась улыбка. Я буду рад соблюдать эти правила, поскольку в любом случае я редко занимаюсь вопросами своей секты. Что касается инцидента вокруг секты рассеивающийся инь, то они первыми направили культиваторов в небесный южный регион, чтобы выследить меня, поэтому я решил отомстить и преподать им урок. Инцидент с сектой рассеивающийся инь уже позади. Пока ты не сделаешь что-то подобное снова, ты не будешь признан предосудительными. Что ты планируешь делать в предстоящий промежуток времени? У тебя нет каких-то неотложных дел, то как насчет того, чтобы сопровождать брата Фена и меня на гору Дьявольского Утеса? Мы можем познакомить тебя с братом Ху. Недавно соратник Даос Ху взял несколько новых наложниц, и он прислал мне приглашение на церемонию. Господин даосист Фэн, надеюсь, ты также получил приглашение. Сян Чжили внезапно сменил тему. Да, я получил приглашение. В противном случае, зачем мне появляться здесь? Я слышал, что все 3 его новых наложниц не только культиваторы на ранней стадии зарождающейся души, но и также изящные красавицы. Кстати, об этом, в который раз старый дьявол Ху приглашает на нас на гору Дьявольского Утеса, потому что взял новых наложниц. Кажется, он довольно энергичен для своих лет. У него уже так много наложниц, а он продолжает набирать новых, сказал эксцентрик Ветер с покорным смирением и покачал головой. Ха-ха, ты же не знаешь об этом, брат Фэн. Старый дьявол Ху всегда любил расширять свой гарем. Несмотря на количество наложниц, он очень уважительно относится к ним. Он не трогает их девственности без согласия и всегда будет проводить для них грандиозную церемонию, чтобы официально сделать его наложницами. У него также нет официального компаньона Да, так что эти наложницы в основном разделяют роль его Да-компаньона, хихикнул Сян Чжили. Мне все равно, продолжает ли он расширять свой гарем или нет. Просто каждый раз, когда нас приглашают на одну из этих проклятых церемоний, мы должны готовить поздравительные подарки, но если я не приду, он может обидеться на мое отсутствие. Кроме того, у него очень высокие стандарты, и он не принимает обычные сокровища, поэтому мне приходится каждый раз предлагать что-то существенное, мрачно сказал эксцентрик Ветер. Мы приходим на его церемонии только потому, что ищем духовные лекарства, растущие на его горе Дьявольского Утеса.
Если мы все были святые без желаний, как господин Даосист Бай, то никто бы не заставил нас посещать эти церемонии. Сян Чжили беззаботно улыбнулся, по-видимому, не обеспокоенный этим незначительным неудобством. Вы двое направляетесь к господину Даосисту Ху из секты Небесного Дьявола, верно? Я не получал приглашения, так что для меня было бы неуместно вторгаться в такую важную церемонию. Кроме того, у меня нет подходящего подарка. Хань Ли был довольно нерешительным. Нет необходимости беспокоиться о таких тривиальных делах, младший боевой брат Хань. Я уверен, что старый дьявол Ху ничего не скажет, если я приведу гостя на его гору Дьявольского утёса. Кроме того, ты уже подарил фантастический подарок в виде информации в нефритовой пластинку, так что уверен, что старый дьявол Ху будет очень благодарен. Если ты действительно хотите предложить дополнительные подарки, просто подари ему древнее сокровище или два. В любом случае, ты не знаком со старым дьяволом Ху, так что было бы довольно странно, если бы ты предложили что-то ценное. Кроме того, путешествие на гору Дьявольского утёса откроет тебе большие возможности, младший боевой брат Хань. Уникальная вещь горы Дьявольского утёса, таблетка-пилюля демонического небесного происхождения, очень полезна при попытке прорыва на стадию божественной трансформации. Эту таблетку можно усовершенствовать только с помощью духовных растений из горы Дьявольского утёса, поэтому ты не сможешь найти ее нигде в другом месте. У тебя также будет возможность обменять сокровища на несколько таблеток, поэтому тебе будет намного легче почувствовать первородную мирскую ци при попытке прорыва, подробно объяснил Сян Чжили. Таблетка демонического небесного происхождения. Это та самая таблетка, которая исчезла из мира смертных с древних времен. Хань Ли был очень удивлен, услышав название этой таблетки. Сян Чжи был довольно озадачен тем фактом, что Хань Ли знал об этой таблетке, но он все равно улыбнулся и сказал: «Верно, это она». Не думал, что ты знаешь об этой таблетке, младший боевой брат Хань. В этом случае мне не нужно будет более подробно останавливаться на этом. Ты готов отправиться в это путешествие вместе с нами прямо сейчас? На лице Хань Ли отразились сомнения. В северо-западном регионе Великого Цзиня располагались туманные лунные горные хребты, простираясь на сотни тысяч километров вдоль границы между двумя государствами. В горных хребтах было множество крутых гор, и самая высокая из которых простиралась на сотни тысяч футов вверх. Верхняя половина этой горы была окутана слоем льда и снега круглый год, в то время как на вершине горы был огромный участок ровной земли с множеством огромных дворцов. На этом участке земли находилось множество зданий, и все они были очень красивыми и замысловатыми, и изготовленными из редких пород дерева или нефрита. Вся вершина горы была защищена ограничениями, так что, хотя на улице постоянно бушевала метель, климат внутри формации всегда был теплым и благоприятным. Здесь было бесчисленное множество видов экзотической флоры, и красивые женщины в роскошных нарядах всех цветов играли между дворцами и зданиями, сотрясая воздух своим звенящим смехом. Это место было как рай, и это было не что иное, как гора Дьявольского утёса, а здания на вершине горы вместе образовали широко известный Дьявольский дворец. Хозяин Дьявольского дворца был никем иным, как одним из немногих оставшихся культиваторов стадии божественной трансформации в Великом Цзине, великий старейшина секты Небесного Дьявола, Ху Цинли. Он был легендарной личностью, которая 1000 лет назад создала себе ошеломляющую репутацию и в одиночку сделала секту Небесного Дьявола первой сектой дьявола в Великом Цзине. В настоящее время он находился в самом большом дворце на вершине горы, готовя банкет для развлечения группы уважаемых гостей. На банкете было не так много гостей, 7 или 8, но все они сидели в 2 ряда. В центре дворца стояли несколько десятков гибких и грациозных женщин в роскошных нарядах, исполняя пленительный танец. На главном месте в резиденции дворца сидел пожилой мужчина с деревянной короной и дряблыми чертами лица. Он беззаботно откинулся на спинку сиденья с закрытыми глазами. Глава 1240. Гости Дьявольского дворца. По обе стороны от дворца с улыбками на лицах сидели как гости мужского, так и женского пола. Спустя несколько мгновений женщины в роскошных платьях наконец-то завершили свой танец, а затем почтительно поклонились пожилому мужчине, сидевшему на главном сидении, и покинули зал. Старший Ху, эти наложницы, кажется, еще красивее, чем в прошлый раз. Похоже, господин Даосист Юй и другие усердно потрудились, с улыбкой сказал ученый, сидящий слева. Хе-хе, у меня нет других увлечений в жизни, кроме моей любви к женщинам. Возможно, я смогу сделать продвинуться в культивации, когда преодолею это препятствие. Боевому племяннику Юю и другим стоит посвятить больше своего времени и усилий в культивации. Если кто-то из них достигнет стадии божественной трансформации, мне не придется беспокоиться о том, что секта Небесного Дьявола будет уничтожена, когда я умру, сказал Ху Цинли равнодушным голосом.
Этого не случится, старший Ху. В секте Небесного Дьявола много культиваторов, кто находится всего в нескольких шагах от стадии божественной трансформации, и это только вопрос времени, когда они поднимутся на эту высоту. С репутацией секты Небесного Дьявола никто не осмелится ее оскорбить, сказал ученый в синей мантии с заискивающей улыбкой. Вот как? Я слышал, что секта Рассеивающийся Инь больше не является одной из 10 великих сект дьявольского Да. Эта секта была когда-то сектой дьявольского Да номер 1 на протяжении тысячелетий, и их репутация, безусловно, была не менее выдающейся, чем репутация моего дьявольского дворца сегодня. Думаю, что даже если смогут избежать полного уничтожения, они упадут до такого плачевного состояния и будут сведены к не более чем второсортной секте, холодно хихикнул Ху Цинли в ответ. Ученый в синем одеянии и другие культиваторы переглянулись между собой, задаваясь вопросом, что пытается сказать Ху Цинли. Никто из них не смог расшифровать смысл его слов, поэтому они все воздерживались от каких-либо комментариев. Я слышал, что не только 7 или 8 старейшин зарождающейся души секты Рассеивающийся Инь погибли во время этого инцидента, даже господин Даосист Фан погиб. Однако секта Рассеивающийся Инь понятия не имеет, кто виновник этого. Если подумать, то это довольно странно. Неужели секта Рассеивающийся Инь навлекла на себя гнев старшего божественной трансформации? Человек в парчевой одежде внезапно сменил тему. Ху Цинли хихикнул и сказал: «Хе-хе, большинство из вас, вероятно, пришли сюда из-за инцидента с сектой Рассеивающийся Инь, верно? Вы все можете быть уверены, хотя я и не знаю, кто виноват, это определенно не один из нас, культиваторов стадии божественной трансформации Великого Цзиня. В противном случае, как я мог бы оставаться в полном неведении? Это может быть некое могущественное существо не из Великого Цзиня. Однако, если это существо продолжит убивать ради своего удовольствия, мы не станем просто так наблюдать за этим». Опасный свет вспыхнул в глазах Ху Цинли и быстро исчез. Все остальные присутствующие культиваторы были очень рады слышать это. Таким образом, все сменили тему и начали обсуждать интересные новости в мире культивации. Кстати, старший Ху, последний раз ты расширил свой гарем более 200 лет назад. Какие женщины привлекли твое внимание на этот раз? Улыбой спросила женщина в зеленой одежде, которой, казалось, было лет за 30. Она тоже была довольно красивой женщиной. Все остальные культиваторы тоже были заинтригованы услышать ответ на этот вопрос. В конце концов, хотя этот великий старейшина секты Небесного Дьявола был страстным любителем женщин, на самом деле было не так много женщин, кто удостоился чести стать его официальной наложницей в Дьявольском дворце. Я не думал, что буду расширять свой гарем и дальше. Все 3 женщины исключительны, с захватывающей дух красотой и блестящей основой культивации. В частности, есть одна женщина, которая стоит особняком среди этих 3 и является главной причиной, почему я решил расширить свой гарем. При упоминании этой темы на лице Ху Цинли появилась довольная улыбка, свидетельствующая о том, что он был очень доволен этими 3 женщинами. Хе-хе, подумать только, они получили такую яркую похвалу даже от старшего Ху, я действительно с нетерпением жду встречи с ними, усмехнулась женщина. Все присутствующие культиваторы также были полны предвкушения, удивляясь, какими исключительными красотками должны были стать 3 женщины, раз смогли привлечь внимание Ху Цинли. У таких культиваторов, как мы, нет таких правил и табу, как у смертных. Если вы хотите их увидеть, я могу позвать их сюда, чтобы они налили вина всем вам, с улыбкой предложил Ху Цинли. Однако культиватор, который только что говорил, сразу же покачал головой и вежливо отказался с слегка удивленным выражением на лице. Ху Цинли проигнорировал его возражение и помахал молодой женщине в роскошном платье, которая стояла рядом с ним. «Иди и пригласи сюда 3 фей», — проинструктировал Ху Цинли. «Да, я сейчас же их позову». Прежде чем девушка успела закончить свой ответ, из-за главного зала вырвалась полоса красного света. Красный свет обрушился на Ху Цинли в виде талисмана передачи голоса. В глазах Ху Цинли мелькнуло удивление, и он сделал хватательное движение. В результате талисман был захвачен в его руках, а затем сгорел в бушующем огне. А похоже, что эксцентрик Ветер и господин Даосист Сян здесь, и они также привели с собой гостя. Кого могут уважать эти 2? На лице Ху Цинли появился намек на недоумение и перевернул руку, чтобы погасить огненный шар. Может, это старший Фен из Райского острова или старший Сян с горы Западного Духа? Предложил ученый в синем одеянии. Выражения всех остальных изменились, услышав это. А кто еще может быть с ними? Однако, звучит так, как будто они также взяли с собой кого-то, с кем я не знаком. Мне действительно становится довольно любопытно. Раз они уже достигли дворца, похоже, мне придется выйти и поприветствовать их, хихикнул Ху Цинли.
«Мы все должны пойти и поприветствовать двух старших», — сказал человек в парчевой одежде, торопливо поднявшись на ноги. Все остальные последовали его примеру. Ху Цинли просто кивнул в ответ, а затем встал и медленно вышел из дворца, за которым следовали все остальные культиваторы. Вся гора дьявольского утеса была окутана особенно сильными снежными бурями, но массивный желтый световой барьер сдерживал их, защищая весь дворец от стихий. Сцены за пределами светового барьера были немного мутными, но все еще можно было приблизительно определить, что там происходит. В этот момент над световым барьером парили 3 человекоподобные фигуры, 2 из которых были пожилыми мужчинами, а другой — молодым человеком. Трио парило в воздухе со спокойными выражениями на лицах. Это были никто иной, как Сян Чжили, эксцентрик Ветер и Хань Ли. Дьявольский дьявола, кажется, расширился, и сейчас там, похоже, еще больше служанок. Так, похоже, это очень мило, быть великим старейшиной секты дьявольского Да номер 1, отметил эксцентрик Ветер, глядя на здание внизу. Ты завидуешь, брат Фен? Если это так, тебе просто нужно будет поднять этот вопрос перед старым дьяволом Ху. Я уверен, что он хотел бы сделать тебя вторым великим старейшиной секты Небесного Дьявола. В этом случае он обязательно построит для тебя пещерную резиденцию, столь же роскошную, как его дворец, ответил Сян Чжили с улыбкой на лице. Забудь об этом. Я человек, которому нравится его покой и тишина. Если бы я жил в таком месте слишком долго, мое психическое состояние в конечном итоге было бы скомпрометировано, эксцентрик Ветер вздохнул, покачав головой. Сян Чжили улыбнулся и больше ничего не сказал по этому поводу. В этот момент группа культиваторов вышла из главного дворца внизу, а затем взлетела, чтобы встретить их. Несмотря на то, что Хань Ли редко говорил по дороге сюда, он все время был очень внимателен и быстро идентифицировал пожилого человека с деревянной короной как культиватора стадии божественной трансформации. Затем он посмотрел на других культиваторов, и из его рта вырвался легкий крик удивления. «Ты видишь здесь кто-то знакомого, младший боевой брат Хань?» Сян Чжили повернулся к нему с удивленным выражением. «Здесь действительно есть кое-кто, с кем я однажды встречался», — спокойно ответил Хань Ли. В этот момент Ху Цинли уже достиг светового барьера и взмахнул рукой, начав что-то петь. Духовный свет мгновенно вспыхнул от светового барьера перед трио Хань Ли, после чего появилось отверстие. Сян Чжили и эксцентрик Ветер влетели без каких-либо ограничений. Хань Ли на мгновение помешкал, а затем влетел в виде полоски лазурного света. Желтый световой барьер снова быстро закрылся. Через несколько мгновений трое предстали перед Ху Цинли и другими культиваторами. «Брат Сян, господин Даосист Фэн, вы двое немного опоздали. Недавно я получил известие о том, что вы оба уже отправились в путь, почему вы прибыли только сейчас?» Ху Цинли спросил со странной улыбкой на лице. «Это действительно так, брат Ху. По пути нас задержали кое-какие непредвиденные обстоятельства. Я расскажу об этом позже. А пока позволь мне представить тебе этого господина Даосиста Ханя. Он присоединится к нам и будет считаться равным», — Сян Чжили указал на Хань Ли с улыбкой и представил его. Между тем один из культиваторов, стоявший за Ху Цинли, был весьма удивлен видом Хань Ли. Ху Цинли был немного озадачен словами Сян Чжили и начал молча изучать Хань Ли. «Меня зовут Хань Ли». «Приветствую, брата Ху», — Хань Ли сжал кулак в приветствии со спокойным выражением лица. Он говорил и действовал так, что его нельзя было назвать ни надменным, ни скромным, и он действительно, казалось, намеревался относиться к Ху Цинли как к равному себе. Глаза всех остальных культиваторов расширились при виде смелых действий Хань Ли. Вы двое выжили из ума от старости. Он всего лишь культиватор на поздней стадии зарождающейся души, так почему мы должны относиться к нему как к равному?» Выражение лица Ху Цинли сразу же стало мрачным. «Хе-хе, на то есть причины, брат Ху». Сян Чжили усмехнулся, а затем отправил Ху Цинли передачу голоса, чтобы остальные не слышали. Поначалу выражение лица Ху Цинли было довольно скептическим, но вскоре его глаза загорелись от удивления и волнения, а затем он начал решительно кивать.